Thank you, Your Holiness. It's so nice to meet you. So good to meet you and meet you in person. It's wonderful. Thank you so much for having us. Thank you. For the real warm hospitality. Yes. Сердечно хотел еще раз вас приветствовать, ваших спутников, и поздравить вас с избранием на должность генерального секретаря Всемирного совета церквей. Once again, a cordial welcome to you and to the people accompanying you, and my congratulations on the election, on your election as General Secretary of the WCC. Значительная часть моей жизни связана с Всемирным советом церквей. Well, a big part of my life has been connected with the World Council of Churches. Мое участие в работе совета началось в 1968 году с Генеральной ассамблеи в Упсале, Швеции. Well, my participation began in 1968 at the General Assembly in Sweden in Uppsala. Да, и там я был самым молодым участником ассамблеи. Back then I was the youngest participant of the assembly. Но и с тех пор работа Всемирного совета церквей занимает важное место в моей повестке дня. Well, and since then, the WCC has been quite high on my agenda ever since. Поэтому отношения с Всемирным советом церквей не являются какой-то 10-м или 20-м пунктом повестки дня, одним из приоритетных пунктов нашей повестки дня. So our relationship with the WCC does not rank 10th or 20th on the agenda. It's one of our top priorities. Я бы хотел сказать, что наши взаимоотношения носят такой постоянный характер, и еще потому, что наша церковь имеет представительство при Всемирном совете церквей в Женеве, и мы получаем регулярную информацию о происходящем в совете, и наличие представителя дает нам возможность действительно приобщаться к актуальной части повестки дня Всемирного совета. Well, as a matter of fact, our interaction with the WCC has a permanent status and standing. Well, our church is represented officially with a representation office in Geneva at the WCC, and we regularly get updated on the developments. Ну и мы регулярно направляем наших студентов в институт ВСЦ. And we stay abreast with all that is happening, and definitely we send our students to the Bosse Ecumenical Institute on a regular basis. И еще раз хотел бы в связи вот с такой хорошей возможностью встретиться с вами лицом к лицу, мне бы хотелось поговорить также и о тех приоритетах, которые Русская Церковь имеет в отношении со Всемирным Советом Церквей. And it's a very good opportunity to have a face-to-face interaction today with you, and I'd like to raise some of the priorities that the Russian Orthodox Church has with respect to our relationship with the WCC. Мы ценим и положительно отмечаем тот факт, что во Всемирном Совете Церквей создан комитет по консенсусу и сотрудничеству. And definitely we appreciate the fact that the Permanent Committee on Consensus and Collaboration has been established under the WCC. Православные церкви являются меньшинством во Всемирном Совете Церквей, и поэтому для того, чтобы голос православных был слышен, конечно, принцип консенсуса по решению важных вопросов является с нашей точки зрения очень важным. Well, definitely Orthodox churches constitute a minority within the WCC, so for our voice to be heard, we believe that the consensus principle is of huge importance. Несколько слов хотел бы сказать о нашей вообще внешней деятельности. Кроме участия во Всемирном Совете Церквей, мы поддерживаем активно двусторонние отношения с различного рода христианскими конфессиями и организациями. Well, a quick word on our external relations of the Russian Orthodox Church. Apart from the WCC, we pursue regular interactions and contacts bilaterally with different confessions, religions, and different groups and institutions. Мы находимся в постоянном контакте и в диалоге с Римо-католической церковью. We are in permanent contact with the Roman Catholic Church. У нас также есть инструменты для осуществления диалога с Евангелической церковью в Германии, Евангелической церковью в Финляндии. We also have some tools to pursue interaction with the Evangelical Church of Germany and Finland.
У наших двусторонних отношений с этими церквами уже большая история. Our relationship with these churches has a long track record. И они играли очень важную роль в период Холодной войны. And they played a very important role during the Cold War period. Русская церковь также развивает отношения с древними восточными церквами. We also have been developing our relations with the ancient Eastern churches. У нас есть совместные рабочие группы по диалогу с Коптской церковью, We have joint working groups on dialogue with the Coptic с Church, Ассирийской церковью Востока, with the Syrian Church of the East, с Эфиопской церковью, с Маланкарской церковью в Индии. with the Ethiopian Church, the Malankara's Church in India. И вот такие рабочие отношения с этими церквями у нас сложились также в связи с нашим совместным участием в работе Всемирного совета церквей. And we have been able to develop very close cooperation and relationship with these churches, inter alia thanks to our participation at the WCC. Потому что Всемирный совет церквей предоставляет площадку, в том числе для развития двусторонних отношений между церквами. As well, the WCC is a very good platform to pursue bilateral relations between churches. Причем иногда с теми церквами, с которыми было бы достаточно сложно установить отношения даже из-за слишком больших расстояний между нами. Well, sometimes it would be quite hard to establish relationships with some of the churches because of many factors, including huge distances between us. Теперь позвольте мне несколько слов сказать о наших озабоченностях. Now a few quick words on our concerns, if you don't Одной mind. из наших озабоченностей является факт усиления гонений на христиан в разных регионах мира. One of our major overarching concerns is the fact that there have been mounting outrages against Christians in many regions of the world. Вы знаете, что разные есть причины для этого отвратительного явления. Well, this heinous phenomenon has different causes. И мы, конечно, солидарны со Всемирным советом церквей в призывах к международному сообществу содействовать религиозной свободе и противодействовать, в том числе, преследованию христиан. And definitely we stand in solidarity with the WCC in our calls on the international community to facilitate and foster religious freedoms and preclude persecutions of believers. Со своей стороны мы стараемся оказывать поддержку христианам Африки и Ближнего Востока как в рамках наших двусторонних отношений, так и используя многосторонние инструменты. On our part, we do our utmost to support the Christians of Africa and Middle East bilaterally and including and with the help of multilateral instruments also. Теперь мне бы хотелось сказать о том, что связано с такими неприятными чувствами и отрицательными эмоциями, которые возникли, к сожалению, в сфере межцерковных отношений сравнительно недавно. Well, now some of the unpalatable truths and downside that we have been observing in the interchurch relations, since some recent time. Вы, наверное, знаете о событиях, которые развернулись на Украине в последнее время. Probably you know quite well about the developments in Ukraine. Но должен сказать, что нас особенно огорчает участие в этом конфликте Константинопольского патриархата. What is especially disheartening for us is the participation of the Constantinople Patriarchate in that conflict. Именно участие Константинопольского патриархата в развитии кризиса на Украине, межцерковного кризиса в Украине, делает для нас затруднительным участие в тех комиссиях, комитетах, которые возглавляются представителем Константинополя. Well, actually, the participation of the Constantinople Patriarchate in that conflict and the inter-church crisis that ensues from that conflict makes it hard for us and awkward for us to participate
in those committees and commissions that are chaired by the representatives of the Constantinople Patriarchate. Вы знаете, что кризис на Украине возник в феврале 2014 года. Well, you know that the crisis in Ukraine goes back to February 2014. И наша церковь сразу включилась в работу по примирению сторон. And our church straight away started exerting its utmost efforts and to reconcile the parties. Мы призывали к мирному разрешению возникшего конфликта на разных площадках, в том числе и во Всемирном совете церквей. We called on a peaceful resolution of that conflict at different platforms, including the WCC. Но вот сегодня наша особая тревога, озабоченность и боль в связи с ухудшением положения Украинской Православной Церкви в украинском государстве. But today we have special concerns, and our heart goes out to the Ukrainian church and the Ukrainian Orthodox Church and the situation that it finds itself today in the Ukrainian state. Украинская Православная Церковь объединяет большую часть христиан Украины. The EOC unites the majority of Ukrainian Christians. Но, к сожалению, в настоящее время подвергается очень сильному притеснению и ограничению ее деятельности. Unfortunately, nowadays, at this point of time, it is subject to severe and tough persecution and restrictions on its activities. И фактором такого притеснения Украинской Православной Церкви, очень важным инструментом, через который это притеснение осуществляется, являются созданные на Украине раскольнические группы. And those secessionist, schismatic groups that were created in Ukraine are a factor and a tool for that persecution, a formidable factor. Да, и, к сожалению, эти раскольнические группы получили поддержку Константинопольского патриарха. Unfortunately, those schismatic groups and secessionists have received the backing of the Constantinople. Что вызывает особенную тревогу? Тревогу вызывает употребление насилия, прямого давления на каноническую православную церковь. What is of special concern and discontent for us is what is alarming for us. It's the violence. Сотни православных храмов были захвачены силой украинскими раскольниками. On the part of the dissenters, sectarists, and hundreds of churches have been seized. Насилию, физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. Men and women, clergy and lay people are subject to physical violence. Итак, сотни храмов сейчас захвачены силой. So hundreds of churches have been seized by force. При попустительстве местных властей. With the connivance of the local authorities. Мы неоднократно обращались к международному сообществу, свидетельствуя о давлении, о притеснении православных христиан на Украине. We have regularly addressed the international communities, presenting testimonies of the outrages against the Orthodox Christians. Обращались к главам поместных православных церквей. We have turned to the primates of the local Orthodox churches. К Римо-католической церкви, к древним восточным церквам. Evangelic churches and the ancient Eastern churches. И хотел бы сердечно поблагодарить Всемирный совет церквей за заявление относительно ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Монахи, которые преследуются за желание оставаться просто верными собственной церкви. Well, I'd like to make a special mention and express my gratitude to the WCC for this statement with respect to the Kiev revolt of the caves, and as we know that the monks of that church, of that monastery, are persecuted constantly. И все это осуществляется, конечно, при участии и иногда и по инициативе украинских властей. Which is perpetrated with the participation or sometimes at the behest of the Ukrainian authorities. Вот хотел бы обратить ваше внимание на то, что после ассамблеи в Карлсруэ только за сам факт неформального участия в обсуждении украинской проблемы
в отношении 3 членов нашей делегации президентом Украины были введены персональные санкции. Well, I'd like to pay your attention to the fact that after the Karlsruhe Assembly, well, the mere fact of the informal participation in the discussions on the Ukrainian issue was a pretext for the President of Ukraine to impose personal sanctions upon 3 members of our delegation. Но происходящее на Украине, конечно, превышает просто, выходит за рамки локальной проблемы. Anyway, the developments in Ukraine go far beyond the local situation. И вот ситуация ухудшается с каждым днем. And you know, it's getting worse day by day. К сожалению, международное сообщество молчит, а в Верховной Раде сегодня обсуждается закон о запрете Украинской Православной Церкви. The international community is silent on that, and today the Ukrainian Parliament, the Verkhovna Rada, is discussing a draft law to prohibit. И вот это молчание международного сообщества перед нами ставит вопросы: а почему? And you know, this silence of the international community bewilders Почему us. международное сообщество так быстро возбуждается по поводу других конфликтов, многих конфликтов? And we kind of claim, why on earth the international community gets so quickly excited when other conflicts Но здесь мы не erupt. наблюдаем ничего подобного. But this is not the case in this conflict. Я глубоко убежден, что как религиозные люди мы призваны содействовать укреплению мира, а не к тому, чтобы занимать сторону политического противостояния. I deeply believe that we, being the true believers, are to seek the cause of peace instead of taking sides. И каждое наше слово может быть использовано в информационной войне и иметь в том числе очень негативные последствия. And you know, each word of ours can be harnessed and used and employed in the media warfare and have some very negative repercussions and after effects. Хотел бы сказать о том, что вот ввиду всего вышесказанного наша церковь прилагает сегодня усилия для оказания гуманитарной помощи людям, которые попали в ситуацию этого конфликта. All that being said, I must say that today our church has been doing its utmost to assist and support those people that are torn by that conflict. И я бы хотел также выразить благодарность за ту позицию, которую Всемирный совет церквей занимает в плане участия в оказании помощи тем, кто страдает в этом конфликте. I'd like to thank the WCC for its stand on the assistance to those who are suffering, have been suffering in that Вот conflict. присутствующий здесь господин Прув посетил Ростовскую область, как я знаю, и познакомился с работой пунктов помощи, временного размещения для беженцев. And you know, Mr. Pruv has visited the Rostov region and has familiarized, has seen and witnessed the temporary stay facilities and the church centers that assist the refugees. А в прошлом году исполняющий обязанности генерального секретаря протоиерей Иоанн Савка также посетил церковный штаб помощи, который находится в Москве, и ознакомился с нашей работой. Well, last year, the acting general secretary of the WCC, John Salka, visited the church headquarters for assistance, for assisting the needy and the refugees in Moscow, and paid tribute to our work. Мы также на сайте отдела внешнецерковных связей постоянно, регулярно публикуем информацию о помощи, которую церковь продолжает оказывать беженцам. On the website of the Department for External Church Relations posts regular updates on our efforts to assist the refugees. Мы в последнее время собрали более 332 миллионов рублей и передали 2860 тонн гуманитарной помощи. Well, of late we have been able to collect the donations to the amount of 332 million rubles, and we have handed over, 2,860 tons of humanitarian aid. И еще хотел бы сказать, что прибывающим в Россию беженцам также оказывается максимальная помощь
Но вызывает вопросы, почему международные гуманитарные организации не обращают внимания на факт присутствия этих беженцев и на их судьбу. It's noteworthy that the refugees that arrive in Russia are assisted by us, and we put our best foot forward in this respect. But it is baffling why the international humanitarian organizations are silent and turn a blind eye on that. Русская Церковь ценит желание Всемирного совета церквей содействовать делу мира. Well, definitely the Russian Orthodox Church appreciates the desire by the world. Нам известно, что вы, господин Пиллэй, высказывали идею об организации круглого стола с представителями церквей России и Украины. We know that you, Mr. Pillay, expressed an idea, came up with an idea to organize a round table with representatives of Russia and Ukraine. Эту тему хотел бы уже с вами здесь обсудить. And definitely I'd like to discuss that topic with you today. Your Holiness, thank you so much for the warm reception that you've given to us. Ваше Святейшество, большое спасибо за теплый прием. And though our time with you is very short, we've already had such a wonderful hospitality. Учитывая наше короткое пребывание здесь, спасибо большое за действительно потрясающее гостеприимство. I want to thank you for all the points that you've raised. It is points that we would want to discuss with you and perhaps add a few more to that as well. Спасибо большое за все те моменты, которые вы осветили в вашем вступительном слове. Действительно, они очень важны. Мы также хотели бы обсудить их с вами, а также некоторые другие моменты.